Канал Табу Искатели Паранормального представляет. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Табу Искатели Паранормального, и это рубрика «Транскоммуникация». Если же вы живете в Соединенных Штатах Америки или близлежащих странах, обязательно включите субтитры. Ребят, вы, наверное, в курсе, что совсем недавно умер известный зарубежный музыкант Чарли Уотс. Чарли Уотс был одним из участников группы Rolling Stones, которая образовалась в 1962 году. Чарли Уотс играл в этой группе с самого основания. Ну и, в принципе, и состав группы практически не менялся. И Чарли Уотс стал одним из самых величайших барабанщиков мира. Он ушел 24 августа мирно среди своих родных и близких. Из-за чего он умер, неизвестно. Но известно то, что он болел. Ему запретили гастролировать, и он последние дни был, так скажем, на лечении. Сегодня с помощью специального прибора, который называется Wonderbox, мы попробуем связаться с потусторонним миром, с проводниками и поинтересоваться по поводу души Чарли Уотса. Мы зададим стандартные вопросы, где сейчас находится душа, что с ней происходит и так далее. В общем, мы зададим около 20 вопросов. Самим очень интересно, потому что человек покинул этот мир буквально пару дней назад. На данный момент позавчера, на момент съемок. Если вы зарубежный зритель, если вы любите группу Rolling Stones и слушаете, я думаю, вам будет очень интересно посмотреть данную серию. Я, в принципе, думаю, для любого фаната группы Rolling Stones эта серия будет интересна. Поддерживайте нас лайком, ребят, комментируйте, оставляйте свои комментарии, знали ли вы эту группу. В общем, пишите любой свой комментарий и в целом о сеансе. И обязательно досмотрите до конца, потому что в конце, возможно, будут ответы на иностранном языке. Что такое Wonderbox и как мы записываем феномен электронного голоса, вы сейчас услышите. Я дам пояснение, и после этого пояснения будет ЭГФ. Если вы это пояснение уже когда-то слышали, можете перемотать. И, кстати говоря, сегодня листал страничку Чарли Уотса в Инстаграме официальную, незадолго до его ухода из этого мира. Он написал очень грустный пост по поводу того, что он сожалеет о том, что его посадили дома, и он не может гастролировать. Человеку было 80 лет, и человек расстроился, что он не смог поехать в тур. Даже несмотря на свой возраст. Да, все-таки я думаю, что музыканты и творческие люди никогда не стареют душой. Он с такими мыслями, возможно, ушел из нашего мира. Хочется спросить, поинтересоваться вообще, как он себя ощущает, что он думает. В общем, друзья, присаживайтесь поудобнее, не переключайтесь, обязательно посмотрите серию до конца. Мы верим в вас и да, обязательно делитесь нашей серией у себя в соцсетях. Это очень важно для нас. А мы сейчас подготовимся и приступаем задавать вопросы. Хочу напомнить, мы об этом всегда говорили ранее. Но я повторюсь, в нашем арсенале имеется Wonderbox. Этот прибор мы собрали сами. С ним мы часто ставим эксперименты. Он позволяет связаться с потусторонним миром. Во время сеанса перелистываются радиостанции, и в какой-то момент проскакивают ответы. Нас интересуют самые четкие и разборчивые слова. Зачастую на поставленный вопрос приходит определенный ответ. Как мы все помним, душа – это энергия, а энергия – это составляющая нашей Вселенной. Покидая физическое тело, душа остается, и с ней можно выйти на контакт. Энергия движет Вселенной. Читая книги спиритистов XVIII века, мы стали понимать, что каждой душе дано прожить большее количество жизней до тех пор, пока душа не достигнет пика просветления. Перерождение есть, только если в нашем мире может пройти, к слову, 100 лет, в ином мире нет времени, и то же соотношение времени там может быть равно нескольким минутам. Душа может переродиться в любом обличии, иметь любой пол и национальность, ведь душа не имеет таковых признаков в тонком мире, так как душа – это энергия и информационное поле. Почему ответы на Wonderbox имеют разные голоса? При перелистывании станции FM или AM душа
может воспользоваться информационными потоками и как бы вырывать слова из контекста радиостанций, создавая при этом кратковременный ответ. Так как душа — это энергия, она не может иметь физических данных, таких как речь. Соответственно, она может отвечать разными голосами, вырывая слова из контекста радиостанций, создавая при этом полноценный ответ. Итак, начинаем. Сейчас мы зададим вопросы по поводу Чарльза Уотса. Так, включаем Wonderbox. Нам могут ответить из потустороннего мира? Это странно работает Wonderbox. Позавчера, 24 августа 2021 года, умер величайший ударник мира Чарли Уотс из группы Rolling Stones. Скажите, где его душа сейчас? Он осознает, что его уже нет в физическом теле. Куда в первые 9 дней направится Чарли Уотс? У него была очень яркая жизнь. Он жалеет о том, что он ушел в иной мир. Выполнил ли он полностью свою программу на Земле? Насколько просветленным станет его дух? Из книг спиритистов XVIII века мы понимаем, что душа передвигается со скоростью мысли. Возможно ли, что Чарли Уотс может сейчас быть рядом с нами? Он здесь, рядом, я что-то слышу. Может ли материя быть препятствием для духа во время передвижения? Скажите, куда попадет Чарли Уотс на том свете? Куда ему предначертана дорога? К Богу? Скажите, от чего умер Чарли Уотс? Скажите, его уход был предначертан судьбой? Скажите, о чем сожалеет душа Уотса? У Чарли Уотса при жизни был конфликт с Мигом Джаггером, из-за которого Чарли сильно обиделся на Мика. Скажите, он держит обиду по-прежнему? Там на английском был ответ. Я слышал. Чарли Уотс очень переживал, что в последнее время из-за того, что ему запретили активную деятельность с группой по причине здоровья, эти переживания он оставил здесь или ушел с ними? Скажите, какова судьба группы Rolling Stones на данный момент? Так как для души нет языкового барьера, Чарли Уотс может нам сейчас что-то сказать, какое-то послание на своем родном языке. Скажите нам еще раз, ответьте на наш вопрос. Из-за чего умер Чарли Уотс?
Один из участников группы Rolling Stones. Отчаяние. Мы благодарим вас за общение и отпускаем. Идите к свету. Вот эта свечка себя очень странно повела, потому что фитилек сдвинулся из центра, вон, на угол. Вот, друзья, у нас вот получился вот такой сеанс ЭГФ. Нам еще предстоит разобрать ответы, но я думаю, что были ответы интересные, потому что даже на английском языке проскочил очень четкий ответ, когда я спросил по поводу Мика Джаггера. Если вы досмотрели до конца, спасибо вам большое. Обязательно не забывайте ставить лайки, писать комментарии. И оставайтесь с нами. Совсем скоро мы увидимся. Всем пока.